Технический заказчик при ремонте и отделке жилья. Цели, задачи, функции и сопоставление его функционала с девелоперами. Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Итак, начнем. В ходе планирования, организации и осуществления ремонтно-отделочных работ в отношении жилья далеко не всегда сами собственники лично погружаются в этот процесс, потому что они не обладают специальными познаниями в вопросах строительства и ремонта. И поэтому здесь актуализируется деятельность технического заказчика, то есть профессионального строителя, который выполняет роль представителя заказчика в отношениях с поставщиками и подрядчиками. Значимость обращения к данной теме обусловлена тем обстоятельством, что ремонтно-отделочные работы сопровождаются обеспечительными, сопроводительными и управленческими мерами, и при осуществлении некоторых проектов, а самое главное их успешная реализация не представляется возможной без участия технического заказчика. Поэтому, помимо рассмотрения его правового статуса, необходимо также получить представление о целях, которые достигаются техническим заказчиком, в том числе задачах, решаемых им, и функциональных требованиях, предъявляемых к соответствующим лицам. Сторонами по соглашениям подряда выступают подрядчик и заказчик. В данной связи следует подчеркнуть, каким бы образом ни именовались стороны в соглашении, в любом случае судебные органы, толкуя договора, будут определять совокупность прав и обязанностей сторон, исходя не из их наименования, а из правовой природы соглашения и сущностного содержания сложившихся между сторонами правовых отношений. Далее следует обратиться к рассмотрению целей технического заказчика, которые напрямую связаны как с этапом проектирования, так и со стадией осуществления ремонтно-отделочных работ. Здесь его целевым ориентиром является соблюдение качества реализуемых работ и нивелирование потенциальных рисков. Поэтому ключевая роль отводится, во-первых, диагностике с участием технического заказчика текущего состояния реализации проекта по ремонту и отделке. И во-вторых, определению проблем проекта и их разрешению. Тут, конечно, если имеется такая возможность. Достижение сформулированных мною целей технического заказчика сопряжено с решением следующих задач. Например, это участие в выстраивании совместно с заказчиком модели управления проектом. Далее распределение ролей между участниками. Также формирование отчетливых регламентов взаимодействия и участие в подготовке предпроектных бюджетов. Озвученные задачи технического заказчика соответствуют этапу проектирования. А на стадии реализации проекта по ремонту и отделке жилья ключевыми задачами являются следующие. Например, обеспечение скоординированной деятельности всех участников реализации проекта и выстраивание процессов для реализации того самого проекта. Речь идет как о внешних, так и о внутренних процессах. Исходя из охарактеризованных целей и задач, логично будет определить функциональную конструкцию деятельности технического заказчика. Среди важнейших функций следует выделить, к примеру, оценочную, в том числе в отношении рисков, а также содержание сметы, функцию документационного сопровождения. В первую очередь это касается правоустанавливающих и исходно-разрешительных документов, также функцию разработки и утверждения технического задания. Контрольную функцию, касающуюся разработки проектной документации, функцию анализа управленческих решений в рамках проекта, функцию сопровождения экспертизы проекта, ну и функцию оптимизации проектной документации, в том числе сметы и технических характеристик. Таким образом, можно сделать вывод о весьма широком функционале применительно к деятельности технического заказчика. Сущность данного функционала в более лаконичной формулировке сводится к представительству, если рассматривать его правовые отношения с главным заказчиком. Что касается алгоритма работ этого специалиста, то он может существенно варьироваться. Это зависит от перечня его обязанностей. К примеру, технический заказчик может наниматься лишь для технического надзора за осуществлением ремонтно-отделочных работ. В данной ситуации его нанимают после начала ремонта. Здесь заниматься оформлением документации он не будет. Рассматривая особенности деятельности технического заказчика, важно обратить внимание на сопоставление его функционала с девелоперами. В первую очередь целесообразно подчеркнуть, что девелопер – это термин из предпринимательской среды.
который не закреплен на нормативно-правовом уровне. Следовательно, не приходится говорить о его отчетливом законодательном толковании. Фактически речь идет о компаниях, корпорациях и группах компаний, которые располагают средствами для инвестирования в освоение участков, например, под жилищное строительство. Зачастую именно девелоперские организации по поручению либо соглашению с властями занимаются разработкой генеральных планов реновации, а также застройки, предлагая вложить финансовые средства в проекты. В дословном переводе девелопер означает развитие. То есть, когда говорят о девелоперах, то подразумевают субъектов, занимающихся развитием того или иного объекта. Таким образом, в фактическом контексте понятие development в строительстве и при осуществлении ремонтно-отделочных работ напрямую связаны с менеджментом и управлением объектов. Поэтому тут результат сопоставления с техническим заказчиком очевиден. Подводя итоги, следует отметить, что такое представительство, как технический заказчик и инвестирование в развитие так называемого development являются важнейшими функциональными характеристиками, которые играют одну из ключевых ролей в процессах проектирования и реализации ремонтно-отделочных работ в отношении жилья. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На этом у меня все, до новых встреч.